Резкий прорыв на фронте. Россияне продвинулись сразу в 2 областях. Тяжелейшая потеря для НАТО. Ночной кошмар Альянса станет реальностью? Блок лишится мощнейшего игрока в ближайшее время? Москва обратилась к Западу. МИД потребовал немыслимого. Такого еще не было. Сначала пожар, потом взрывы. И так по всей Европе. Захват территории РФ. Регион готовится к наземной атаке ВСУ. Заявление губернатора шокировало россиян. В украинцев поверили даже ура-патриоты. Об этих и других событиях к утру воскресенья 23 августа. Пока другие еще думают, о чем рассказать, у нас уже все готово. Снег-то вы всегда на шаг впереди. А начинаем с тревожных новостей с фронта. Российские войска продолжают давить на Покровском направлении. По данным Deep State, они оккупировали Родинское в Донецкой области, недалеко от Покровска, а также продвинулись возле Артельного в Харьковской области. Накануне аналитики уже фиксировали новое продвижение россиян в районе Ильиновки и Приволья. То есть на фоне локальных украинских успехов на других участках фронта российское наступление под Покровском все еще остается одной из самых опасных точек. В начале августа Американский институт изучения войны пришел к выводу, что войска РФ отдали приоритет наступлению на Покровск и Доброполье для охвата городов так называемого пояса крепостей Донецкой области с юго-запада. НАТО может уменьшиться на одну страну. В Альянсе уже заранее нервничают из-за президентских выборов во Франции в следующем году. Как пишет Политика, почти половина французских избирателей сейчас поддерживает кандидатов, которые выступают против нынешнего формата участия страны в Альянсе. Марин Ле Пен хочет вывести Францию из интегрированного военного командования НАТО, а Жан-Люк Меланшон говорит уже о полном выходе из блока. Для НАТО это был бы очень болезненный удар. Франция остается единственной ядерной державой ЕС, держит военных в Румынии и Эстонии и играет ключевую роль в европейской обороне. На фоне сомнений в будущих обязательствах США и подготовки к возможному конфликту с Россией, потеря Парижа может серьезно расшатать весь Союз. Но пока Париж на правильной стороне. Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Эммануэлем Макроном. Он длился 2 часа, и президент Украины назвал его очень хорошим. Главная тема – чем закрывать украинское небо. Договорились об ускорении поставок новейшего французского оборудования и ракет. Благодарю за подтверждение готовности предоставить лицензии на производство ракет. Президент Украины заявил, что Париж также готов помочь в переговорах с партнерами, у которых есть необходимые ракеты-перехватчики. Об этом же речь шла и с министром иностранных дел Германии, прибывшим в Киев. Йоган Вадефуль заявил, что переговоры о поиске дополнительных ракет-перехватчиков для Патриот продвигаются и есть шанс на положительный результат. Это решающий вопрос для будущего Европы. Чем закончится эта война? Она должна закончиться так, чтобы возобладало верховенство права, а не закон джунглей. О средствах ПВО говорил Зеленский и с давним другом Украины, бывшим спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Он тоже прибыл в Киев. Россия борется со свободой слова не только у себя. Теперь Москва требует ограничений и от Запада. Ведомство Лаврова разослало ноты иностранным государствам с просьбой не допускать демонстраций у российских посольств и консульств во время выборов в Госдуму 18-20 сентября. В Москве заранее ждут протестов украинских активистов и местных общественных организаций и называют их возможными провокациями. При этом сама предвыборная кампания внутри России уже проходит под знаком зачистки неудобных конкурентов. Из страны выжили Бориса и Надеждина, сняли партию «Яблоко», а теперь под удар попал один из самых популярных коммунистов Николай Бондаренко. А глава Центра избиркома Элла Панфилова, в ельцинские времена изображавшая демократку, на днях призвала лишить права голоса покинувших Россию избирателей. Уехал из страны, предал страну, пошел вон. Вот и все. Только путинский режим не туда смотрит. Возможно, бояться нужно не демонстраций у посольств, а несанкционированных массовых мероприятий на АЗС. Ведь каждая очередь на заправку теперь потенциально может превратиться в пятую колонну.
Что происходит? Бензин 140 рублей. Куда нахуй так катится? Россия? Вы кто, хуй? Жить нормально, а не вот это все за***упа. Все молчат, потому что, боятся лишнее слово сказать. Сделали из нас, ебаных терпил. Тем временем у одной партии в стране никаких проблем нет. Единая Россия уже почти догнала КПСС по числу съездов. Это уже 23-й, причем вторая его часть. Поэтому и вождю приходится напоминать участникам содержание предыдущей серии. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы. Правда, ряды ура-патриотов редеют. Тот, кто еще несколько лет назад во всю глотку кричал «Гойда», теперь в шабашах Путина не участвует. Его голова занята вопросами практическими, подготовкой к новым ударам по Москве и Подмосковью. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Похоже, даже Иван Охлобыстин поверил в ВСУ. Но верит в вооруженные силы Украины не только известный актер. Прорыва ВСУ ждут в российской глубинке. В частности, бдительность усилили в Орловской области. Местный губернатор Андрей Клычков призвал жителей стучать, то есть сообщать в ФСБ обо всем подозрительном. Обращайте внимание на все, что кажется странным. Подозрительные лица, слабо ориентирующиеся на местности, имеющие речевой акцент, подозрительные предметы, беспилотные летательные аппараты, тайники и схроны с имуществом, закамуфлированные средства видеонаблюдения и передачи радиосигналов, места стоянок в лесах и заброшенных зданиях со свежими следами пребывания, остатки пищи, упаковки иностранного производства. Критерий с акцентом особенно прекрасен. Если выполнять распоряжение губернатора буквально, так ведь можно переловить не только всех мигрантов, но заодно и доблестных солдат Ким Чен Ына или даже кадыровцев. В Казахстане сегодня впервые проходят выборы в Курултай. После мартовского референдума парламент, состоявший из Маджлиса и Сената, уменьшили до одной палаты. Может быть, лучше будет всего. А может, плохо будет. А вот эксперты считают, что хотя голосование не закончилось, победитель уже известен. Первое место займет партия Адилет, которая поглотила прежнюю правящую Аманат, а при Назарбаеве известную как Нур-Отан. Самая неинтересная часть этих выборов – их результат. Мы знаем, кто победит. Мы знаем, что этот созыв будет делать то же, что и прошлые, приблизительно то, чего пожелает режим. Наблюдатели сходятся во мнении, что Касым-Жомарт Токаев продолжает перестраивать политическую систему под себя. После конституционных изменений он сможет снова баллотироваться в 2029 году. А обновление так называемого парламента нужно ему, чтобы окончательно избавиться от ставленников Елбасы. Ставить фигур не тех, которые тем или иным образом согласовывались с Назарбаевым, а фигур, которые вообще никаким образом к нему не причастны. При этом пространство для любой альтернативной политики становится все уже. Журналисты и блогеры сталкиваются с уголовными делами и запретом на профессию. Продолжается и блокировка независимых ресурсов. Здесь речь идет не просто о запрете журналистской деятельности. Его масштабы гораздо шире. Это равносильно лишению человека гражданских прав, в частности, свободы выражать свое мнение. По мнению экспертов, жесткой реакции Европы, скорее всего, не последует. После начала войны России против Украины ЕС все больше смотрит на Центральную Азию прагматично. Регион нужен как источник сырья и гарант альтернативных торговых маршрутов. Поэтому в Брюсселе сегодня, похоже, готовы гораздо терпимее относиться к авторитарным практикам местных режимов. Было самое главное. Войны не было, самое главное.
ВСУ уничтожили российский Су-24М в оккупированном Крыму. Об этом сообщил лично Владимир Зеленский. Демилитаризация произошла в результате удара по аэродрому Саки. Заодно там были уничтожены и 4 единицы аэродромной техники. Речь идет об атаке 12 августа. Теперь стали известны ее результаты. А Генштаб ВСУ подтвердил удар по морскому порту в Ейске Краснодарского края. Он состоялся накануне. По данным украинской стороны, поражен нефтеналивной комплекс, где повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами. В Киеве подчеркивают, что объект использовался для обеспечения российской армии. Масштаб ущерба пока уточняется. Ейский нефтеналивной комплекс входит в инфраструктуру порта и обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефтепродуктов. Через порт ежегодно проходит около 7 миллионов тонн грузов. Лесные пожары в Европе этим летом вскрыли еще одну опасность, оставшуюся со времен 2 мировых войн. Под выгоревшей землей начали находить старые бомбы, мины и боеприпасы, а некоторые из них уже взрывались от сильного жара. Такие случаи зафиксированы во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах. Об этом пишет Associated Press. Особенно тревожная ситуация на бывших полях сражений. В Бельгии и Германии огонь прошел по районам, где во время Второй мировой шли тяжелые бои, включая Арденскую операцию. Ежегодно бельгийские саперы и без пожаров получают более 3000 вызовов и уничтожают до 250 тонн старых боеприпасов. Теперь жара и огонь делают эту проблему еще опаснее. Но пожары не единственный фактор. Засуха обмеляет реки и озера, из-за чего на поверхность выходят старые мины и бомбы. Такие находки уже делали в Дунае и Рейне. Эксперты предупреждают, изменение климата буквально вытаскивает на поверхность военное наследие Европы, которое десятилетиями оставалось скрытым под землей и водой. До чего дошел прогресс? В Пекине открылись вторые всемирные игры человекоподобных роботов. На одной арене собрались команды из 16 стран и сразу 2056 машин. Церемонию открытия постарались сделать максимально футуристичной. А затем началась уже спортивная часть. В предварительном забеге на 400 метров китайский робот финишировал первым, преодолев дистанцию за неполных 40 секунд. Так что роботы пока еще не обгоняют лучших людей, но уже вполне уверенно участвуют в собственной Олимпиаде. Спасибо, что выбираете Нехта. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся вечером.